Здравствуйте. Hello. Hello. Вы вчера сказали про такую фразу «я есть я» в начале. А можно ее как-то, может быть, метафору или еще что-то, просто непонятно, как-то, может, какой-то образ. Так она кажется интуитивно понятной, но вот «я есть я», может быть, что-то, анекдот, может, какой-нибудь иллюстричный. Может быть, танец? Танец тоже хороший. I am I. Yes. I think what I meant to say was that I know who I am. Мне кажется, что я хотела сказать, это то, что я знаю, кто я есть. I know who and what I am. Я знаю, кем и чем я являюсь. And that is not explainable. И это невозможно объяснить. But it is possibly discoverable by you. Но, возможно, вы сможете это обнаружить. To recognize who and what you are. И вы сможете увидеть, кем и чем являетесь вы. And this living teaching is here to facilitate that process. И это живое учение здесь для того, чтобы помочь этому процессу. And my hope is that it will be beneficial for you. Я надеюсь, что оно будет для вас полезным. But I make no promises. Но я ничего не обещаю. We will see what happens. Мы посмотрим, что же произойдет. Спасибо. Вам удается постоянно удерживаться в том состоянии и в том знании, кто вы, или вы так это слетаете с катушек, периодически опять в иллюзию, или какие-то есть у вас определенные инструменты, которые вам помогают держаться в этом знании постоянно? It is permanent because it is not a state. Оно перманентно, потому что это не состояние. It simply is. Это просто то, что есть. Along the way, there were states. На этом пути, по пути были разные состояния. There was the state of expansive oneness with everything. Было состояние, когда вот ощущаешь такую целостность со всем. And then the state of a contracted sense of separation and independence. За ним следовало состояние, когда ощущаешь, что ты более маленький, отдельный и независимый. And as a spiritual seeker, you probably have experienced these two states. И у вас, как у духовного ищущего, наверняка были оба этих состояния. And the most natural conclusion is that enlightenment И самый распространенный вывод, к которому приходят люди, is a permanent experience of the expansiveness. это то, что просветление – это такое перманентное состояние вот этого вот расширения и целостности. But the bad news is that it is not. Но плохая новость состоит в том, что это не так. And the natural next question is then what is it? И, естественно, сразу возникает вопрос тогда, что же это такое? And the short answer is it is not anything. Короткий ответ, что это ничто.
but I'm rarely satisfied with short answers. Но меня редко удовлетворяют короткие ответы, So I will give you a longer one. поэтому я дам вам более развернутый. In the form of a story. В форме истории. So, this state this condition I am pointing at, Это состояние, на которое я указываю, that which is often called enlightenment or the final understanding, вот то, что часто называют просветлением или окончательным пониманием, is comparable to your experience today его можно сравнить с вашим сегодняшним опытом, of not having a stone in your shoe. когда вы вот сегодня ходили, и у вас не было камня в ботинке. So, am I correct in assuming that you have so far today walked around all day without a stone in your shoe? Верно ли мое предположение, что вы сегодня целый день уже проходили без камня в ботинке? Забыла положить. Yes, I forgot to put it in, yes. So, no stone. Так, камня в ботинке нет. So, what has your experience been of the absence of a stone in your shoe? Итак, каков же сегодня был ваш опыт отсутствия камня в ботинке? So you have actually experienced comfort today. То есть вы сегодня ощущали некий комфорт. Or Или is it more that you simply haven't noticed anything at all? Или, возможно, скорее вы просто ничего не замечали, не ощущали. I'm guessing Это мое предположение, моя догадка, that at no point prior to this moment что до данного момента did you think, I'm pretty comfortable in my shoes because I don't have a stone there. вы разве хоть раз подумали, что мне как-то сейчас очень вот удобно идти, потому что у меня нет камня в ботинке? I imagine that it was simply, there's no experience whatsoever Я могу предположить, что у вас просто не было никакого опыта. То есть вы просто ничего не ощущали. Это ясно, что мы сейчас об осознанности говорим. Что, простите? Об осознанности говорим каждого момента в этой жизни. So it's clear that right now when we're talking about awareness at every moment in your life. No. Нет. No. What I'm talking about is the fact that while the stone has been absent, Я говорю о том, что несмотря на то, что камня в ботинке у вас нет, you've had no experience of that absence. у вас не было никакого опыта, никакого переживания этого отсутствия. For the simple reason that there is no experience associated with an absence. По той простой причине, что не может быть никакого переживания отсутствия. So if you went into a room full of people who had stones in their shoes, Если бы вы сейчас вошли в комнату полную людей, у которых есть камень в ботинке, and someone said, "You see that woman over there? и кто-то сказал бы, вот видите эту женщину? She's walked around all day today without a stone in her shoe." Вот она сегодня целый день проходила без камня в ботинке. And everyone would come to you, И все тогда сразу к вам и пришли. and they would say, "Please, Сказали, пожалуйста, tell me, what is it like скажи мне, как это? to walk around all day without a stone in it? Ходить целый день без камня в ботинке. Describe your experience." Опиши свой опыт. But there's nothing to describe. Но нечего описывать. But what you have experienced is that moment when the stone
that was in your shoe is removed, Но на тот момент, когда камень ботинки вынули, вот этот момент вы ощутили и пережили. and then you experience the presence of the absence of the stone. И у вас, и после этого у вас уже было переживание присутствия, отсутствия камня. You go, ah, this state is great. И тут вы ощущаете, о, это состояние прекрасно. And this is the state of the seeker, И это состояние духовного ищущего. in which there is the presence of the stone and there is suffering. Это состояние, в котором есть присутствие камня, и тогда есть страдания. And then there is the presence of the absence of the stone, А затем следует присутствие отсутствия камня, which is amazing. и оно волшебно. The most incredible kind of relief. Это самое потрясающее облегчение. And you can describe this presence of the absence И это присутствие отсутствия можно описать, because you can describe the presence of things. потому что присутствие чего-то описать можно. But the absence, which is the state of the sage, Но отсутствие именно им и является к состоянию мудреца, is the recognition that there was never a stone. это понимание того, что никакого камня изначально не было. So the stone is simply not even an issue. Поэтому о камне даже и нечего говорить. Этот вопрос не стоит. It's truly, why do you want to talk about the stone? И тут можно спросить, почему вы хотите говорить об этом камне? Why do you want to talk about the presence of the absence of the stone? Почему вы хотите говорить о присутствии, отсутствии камня? The stone simply doesn't exist. Этого камня в принципе не существует. It has never existed. Его никогда не существовало. It is simply an illusion. Он просто иллюзия. And that is what the sages have been pointing at for thousands of years. И именно на это указывали мудрецы на протяжении тысяч лет. There is no stone there. Там вообще нет никакого камня. Okay, it's clearly. Это понятно все. Но это уже мудрецы, которые как бы утвердились уже настолько в своем знании, что им этот камень не попадает. Но вот это же состояние, когда вот возникает, да, ясности, когда у тебя только что убрали камень, и ты понимаешь, как утвердиться в этом состоянии, чтобы постоянно, ну, как бы в дальнейшем не сползать, опять же, на ощущение этого камня. Yes, but we're talking here about sages who are in the state all the time, like from the Buddha. But when we were now talking about this point, when the stone is removed and you feel this, we're talking about how to keep it in this state for a longer period of time so we don't go back to the state of having the stone. An entire industry has been created around this. Вокруг этого вопроса была создана огромная индустрия. There are literally hundreds of classes going on in Moscow right now. В данную минуту в Москве проводится тысячи разных занятий. Each of them promising to help you to stay in that state longer. И каждый из них обещает вам, что поможет оставаться в этом состоянии подольше. And the reason they continue to exist is because there is this desire. И они продолжают все существовать именно потому, что есть подобное желание. And sometimes they work.
И иногда они работают, в кавычках. Meaning that sometimes you do that practice and the state lasts longer. Что значит, что иногда вы делаете эту практику, которую они предлагают, и это состояние действительно длится дольше. But here, we're not concerned with that state at all. Но здесь и сейчас нас вообще не волнует это состояние. We are saying that this is a state that comes and goes. Потому что мы говорим, что это состояние, которое приходит и уходит. That as long as there is this illusion, then this state will come and go. И пока существует иллюзия, это состояние будет приходить и уходить. So the living teaching is here to facilitate you to see through the illusion. А живое учение здесь для того, чтобы помочь вам увидеть то, что находится за иллюзией. To recognize the truth that is right here. Увидеть истину, которая находится прямо здесь. Насколько я поняла, просто оно периодически возникает, да, это знание. И ты просто с этим живешь, как бы от него какая-то зарплата до зарплаты. So, as I understood it, this knowledge periodically arises, and sometimes you live in it, and then it goes away. It's like you live from salary to salary, from paycheck to paycheck. No, what you are living in is the illusion of unity. И то, о чем вы говорите, в чем вы живете, это иллюзия единства, Which alternates with the illusion of separation. которую потом сменяет иллюзия отделенности. This teaching is pointing beyond both of those things. А это учение указывает нам посмотреть за пределы обоих этих состояний. Что там? And what This, вот это, all of this все это, is here. оно здесь, It's not there. не там, It is here. оно здесь. Мудрецы говорят о вечности за пределами изменчивого мира. Что вы можете об этом сказать? Sages talk about in of order of the ever-changing world. What can you say about this? The infinity that many sages talk about is what I would call the ocean. Это вечность или бесконечность, о которой говорят многие мудрецы, это то, что я называю океаном. In this teaching we say all there is ocean. В этом учении мы говорим, что все, что есть, это океан. It is infinite. Он безграничен. There is no other. И нет ничего другого. And it is not even a thing that exists within something else. И он не является каким-то объектом, который существует в чем-то другом. The ocean is everything. Океан — это все. The ocean is all there is. Океан — это все, что есть. And what all of the objects in the universe are И все объекты во Вселенной are waves of this ocean. — это волны этого океана, Movements of the ocean. движения океана, Arisings within the ocean. которые возникают в океане. They are not separate things. А это не какие-то отдельные вещи. They are not droplets of ocean. Это не капли океана. Because there is no place for a droplet to exist outside of the ocean.
Потому что нет того места, где капли могли бы существовать вне океана. All is ocean. Все океан. All the objects are movements of that ocean. И все объекты — это движение этого океана. And this is the fundamental pointer of this teaching. И это и есть фундаментальный указатель этого учения. That even though there are billions of these waves, Что несмотря на то, что существуют миллиарды волн, each of us being a wave, каждый из нас волна. constantly arising, Мы постоянно возникаем constantly falling, и постоянно падаем. but despite the fact that there are billions of waves, Но несмотря на тот факт, что существуют миллиарды волн, there remains one ocean, остается всего лишь один океан. infinite and unbroken. Безграничный и непрерывный. And this is what appears to be the paradox of the one and the many. И это и есть кажущийся парадокс между единым и множеством. How can there be all of these things? Спрашиваем, ну как так может быть, что существуют все эти вещи, Each of these different people, все эти разные люди, each object is different, все эти предметы, все разные, discretely different from the other one. они очень отличаются один от другого. How can they be at the same time one? И вместе с тем, как может существовать некое единство. And that is the beauty of the ocean and the wave metaphor. И в этом и состоит красота этой метафоры об океане и волне. Существует ли недвижимый источник движения? Is there some unmoving source of the movement? The ocean. Океан. Волны движутся, а есть ли что-то более глубокое, недвижимое? The waves move. Is there something which is deeper and unmoving? The ocean. Океан. The movement are the waves. Движение океана — это волны, The unmoving is the ocean. а недвижимое — это океан. That is the paradox. В этом парадокс. Недвижимое относительно чего? Unmoving in relation to what? That is the question that the mind inevitably asks, Это тот вопрос, который ум неизбежным образом задает. and it is the limitation of the metaphor. И в этом и состоит ограниченность этой метафоры. Because the moment we call something the ocean, Потому что в ту секунду, как мы что-то называем океаном, our mind makes it an object. наш ум делает из него некий объект. It becomes a thing. Он становится вещью. And then the question is, what is this thing in relation to? И за этим возникает вопрос, как соотносится эта вещь с чем-то другим. But the pointer of the teaching is that the ocean is everything. Но указатель данного учения состоит в том, что океан — это все. And not itself a thing. И он сам по себе не является объектом или вещью. And that is the point at which the mind can no longer pass. И это тот момент, когда ум больше уже не может это воспринять. Because the mind is an instrument of subject-object relationship. Потому что ум — это инструмент отношений субъекта с объектом. And it is why these teachings are often called mystical teachings. И именно поэтому эти учения часто называют мистическими.
Because we're pointing beyond the limits of the mind. Потому что мы указываем за пределы ума. And of course, the mind says, anything that's beyond my limits couldn't possibly exist. И, конечно, ум отвечает, что все, что находится за пределами меня, просто не может существовать. It can't be proven. Потому что этого нельзя доказать. It can't be known by me. Я не могу это познать. So it can't possibly exist. Потому что и поэтому невозможно, чтобы это существовало. And yet, И тем не менее, a few people have smelled the perfume of this truth. есть немногие люди, которые ощутили аромат этой истины. They have smelled the perfume of that which exists beyond the intellect's capacity to know. Они ощутили аромат того, что существует за пределами интеллекта. It is often called heart knowing. Часто это называют сердечным познанием. But truly it is beyond even the experience of the heart. Но на самом деле это находится за пределами даже любого опыта и переживания сердца. And it is to this that this teaching constantly points. И именно на это постоянно и указывает это учение. А можно попросить прочитать из Рам Цзы кусочек? Там есть просто любимый момент. Ну, 44-я страница в русском издании. Две. I'll look at it and see whether it is appropriate. Which one? Про дыру, которую невозможно заполнить. About the hole which is impossible to fill up. Которую нужно бросить в тебя. Yes, it's one of my favorites. That makes it easier. Ram Цзы knows this. Рам Цзы знает, There is a hole inside you внутри тебя есть дыра, that you try desperately to fill up. которую ты отчаянно пытаешься заполнить. You pour in various satisfactions Ты вливаешь в нее различные удовольствия, to make yourself feel all right. чтобы чувствовать себя в порядке. Sometimes, if you can get enough, Иногда ты получаешь так много, the hole fills to the brim, что дыра наполняется до краев. and there is a blissful moment of evenness. И тогда наступает блаженный миг покоя. But your hole is open at the bottom. Но у твоей дыры нет дна. Its contents always leak through, Все протекает через нее, leaving you empty again оставляет тебя снова пустым and desperate for more. и жаждущим чего-нибудь еще. Ram Цзы knows what must be done. Рам Цзы знает, что нужно сделать. You must be thrown in the hole. В дыру должно бросить тебя. Thank you. You're welcome.
получается, что в жизни периодически встречаются люди, которые подбешивают. Которые что? Ну, подбешивают, зря. И уже вроде бы есть приятие того, что я не могу это принять, но тем не менее подбешивание остается. So it happens that in life we often meet people who make us mad, angry, enraged, and even though we have the acceptance that energy state, we still get Yes. Ну, как бы от этого они меньше беситницы, ну, бесит меня не перестают. And they don't make me less angry because of this. Из-за того, что есть принятие. Me either. Меня тоже. Как вы с этим живете? By being angry. Я просто злюсь. I'm angry when I'm angry. Я злюсь, когда я злюсь. I'm not angry when I'm not angry. И не злюсь, когда не злюсь. Спасибо. There is no need for any secondary involvement. Нет необходимости в какой-то вторичной вовлеченности. The secondary involvement is all of the shoulds. Вторичная вовлеченность имеется в виду все эти должен быть. I'm a spiritual person. I shouldn't be angry. Я духовный ищущий. Я не должен был бы злиться. What's wrong with me? Что со мной не так? Maybe I'm not as spiritual as I thought I was. Возможно, я не такой я духовным, каким себя считал. Maybe I should do more of this or more of that. Возможно, мне нужно делать больше вот этого или вот этого, So I become more perfect. чтобы я стал более совершенным. None of that story is there. Всей этой истории, на самом деле, ее просто нет. Anger arises, Гнев возникает, and then it goes. а потом уходит. Kindness may then arise, Возможно, за этим возникнет доброта, and then it goes. а потом она уйдет. And this is the rhythm of life. И это и есть ритм жизни. Some people, by nature, don't get angry. Некоторые люди по своей природе не злятся. They simply don't have that quality of their nature. В их природе просто нет этого качества. Often when they become hurt rather than angry. И часто вместо того, чтобы разозлиться, они расстраиваются, им больно. But it doesn't make them any more spiritual. Но это не значит, что они более духовные. It doesn't make them any more of a good or bad person. Это не делает их лучшими или худшими людьми. It is simply how we have been constructed. Это просто то, какими нас создали. And the most important thing to recognize is we did not construct ourselves. И самое важное это понять, что не мы сами себя такими создали. If we had constructed ourselves, we would all be much better. Если бы мы сами себя создавали, то все мы были бы гораздо лучше. We'd be smarter, Мы были бы умнее, stronger, сильнее, more beautiful. красивее. To name but a few things. Это всего вот несколько. You can use your imagination Вы можете дальше себе уже представить, что еще. of how you would be if you were constructing yourself. Какими вы бы были, если бы сами себя создавали. But everyone would agree Ну, все бы согласились бы, that person would not look like this. что Or that, or that. вы бы не выглядели вот так бы, вот, например. Ну, вот если как бы вот так вот правильно или нет ход мысли, да? Вот для того, чтобы выйти за предел, не надо фиксироваться. То есть не надо себя вообще фиксировать в точку и говорить, что другая точка, куда мне надо прийти, есть совершенная.
мне нужно время для того, чтобы измениться и уйти туда. Вот вы говорите о том, что не надо никуда уходить, то есть не надо время, и значит я сразу выхожу за пределы. Am I correct in my understanding that in order to go beyond the world, we should not be fixated on some point where we want to go, which would take us time to get there. So we would just add to this. We would not waste time. We would not come to be fixated on the point. So we just get there. Yes, you are correct. Да, вы правы. This is the understanding of what happens. Это понимание того, что происходит. Even when we think we are fixated on a point, Даже когда мы думаем, что мы фиксируемся на какой-то точке, that which is moving us is not fixated on a point. то, что нами движет, оно на этой точке не фиксировано. And so we are moved to wherever we are moved, Поэтому нас движет туда, куда нас движет, regardless of if we are fixated on a point or not. независимо от того, фиксированы ли мы на какой-то точке или нет. And ultimately where we are moved to is right here. И в конечном счете то, куда нас движет, это вот здесь. Мы всегда правы и всегда делаем все правильно, потому что это не мы делаем, а по сути своей являемся службами Богу. So we're always right, and we always do the right thing because it's not us who's doing it, but because we are the selves of God, right? Sure. Конечно. The question of right and wrong is a social question. Вопрос того, делать правильно или неправильно, это такой социально-общественный вопрос. So we judge our actions in accordance with our natures. Мы оцениваем наши действия в соответствии с нашей природой. And we consider some actions good И некоторые действия мы оцениваем как хорошие, and some bad. а некоторые как плохие. But the ultimate understanding is that all of the actions are done by God. Но конечное понимание состоит в том, что все действия делаются Богом. All of them. Все. Good and bad. И плохие, и хорошие. That's the crucial point. Это самый главный момент. Traditionally in religion, the good actions are considered to be the province of God. Традиционно в религиях считается, что хорошие поступки, они от Бога. The bad ones are you. А плохие идут от вас. Они сами себе противоречат. So they contradict themselves. It's happened before, yes. Да, так вот бывает. У меня такой вопрос. Когда я читал книжку Рамеша «Bеседа», мне довольно часто накатывало ощущение, что это такое местами как будто бы описание мощных ЛСД-трипов. When I read Ramesha's book about the head of Tiger, I got the impression that he was describing some really powerful LSD trips. Вот, и мы тут затронули довольно интересную тему о новом Beyond. И вот как раз хотел узнать, может быть, у Уэйна так или иначе был опыт знакомства с людьми, когда массивное употребление ЛСД давало быстрый отъезд к новым Beyond. И мне нужно заметить еще важный момент. Where? Of knowing. Какое место?
что есть что учение указывает на то, что за гранью осознания своей отделенности, separation, и за гранью единства. The teaching points to that there is a place which is beyond of separation and beyond all unities. И Уэйн упомянул, что некоторые называют это там, знанием сердца, но это даже за знанием сердца это называют. И очень важный момент, который хочется упомянуть, я никогда не употреблял ЛСД. Но я имею довольно обширный опыт. Уэйн говорит, а я принимал. Вот. Это важный момент. Важный момент в том, что у меня есть довольно большой опыт употребления других наркотиков. И я не употребляю алкоголь и наркотики уже на протяжении довольно долгого времени вообще. Мой вопрос все ведет к тому, и меня интересует, нужно ли мне употреблять ЛСД. Чтобы получить такого рода experience. Ram Цзы had something. Рам Цзы говорит об этом. Number 50. So I just noticed that the first line, I should explain that you were a mileage plus seeker. How did it? It's not translated from the emotion. It's you are looking for some place to go, something to do with yourself. Okay, well, this reference is to a frequent flyer program. Yeah, So you are a frequent flyer seeker. Okay, that's we'll translate it that way. Okay. Мы будем переводить первую строчку немного не так, как она в книжке. Она будет звучать в русском переводе «ты ищешь куда податься», а в буквальном переводе, что ты путешественник, который уже очень много миль о себе, то есть ты путешествуешь, знаете, на мили, то есть ты постоянно куда-то едешь. You go to Bali to eat purple mushrooms that grow out of sacred cow shit. Ты едешь на остров Бали покушать грибов, что растут из дерьма священных коров. You go to Mexico to eat cactus buttons with ancient medicine men. Ты едешь в Мексику поесть кактусов с древними знахарями. You go to the Amazon to snort tree bark with the primitives. Ты едешь на Амазонку пожевать древесной коры вместе с туземцами. You go to Africa to smoke spiritual weed with witch doctors. Ты едешь в Африку покурить духовные травы с шаманами. You cavort with spirits. Ты пляшешь с духами. You see God. Ты видишь Бога. You become one with the universe. Ты единяешься со Вселенной. Ram Цзы has a question for you. Рам Цзы спрашивает тебя, Why do you keep buying round trip tickets? почему ты всегда покупаешь обратный билет?
Зачем некоторым людям дают возможность исполнить свои реинкарнации? For are some people given the opportunity to remember their past incarnations? It's answering. I really don't know why the universe is this way. Я правда не знаю, почему Вселенная является такой, какой она есть. Почему действительно возвращаемся обратно? Really, why do we keep coming back? Like, why do we keep doing it? I don't know why the universe is constructed this way. Я не знаю, почему Вселенная сконструирована вот именно таким образом. The teaching only points to what is. Учение лишь указывает на то, что есть. Say, look here. Оно говорит, посмотри сюда, Look and see if it is this way. посмотри, действительно, так ли это. And perhaps really see it. И, возможно, вы действительно это увидите. When you really see it, you say, that's amazing. Когда вы действительно это увидите, вы скажете, это потрясающе, That the world is constructed this way. что мир создан таким образом. It's incredible. Это удивительно. And it is constructed this way. И он создан таким образом. It is so rich. Он такой богатый, It is so full. он такой наполненный, So diverse. такой разный. Everywhere you look, Куда ни посмотришь, there is something different. везде есть что-то другое, что-то разное. It's amazing. Это удивительно. Пожалуйста, займите ваши места. Мы начинаем. Я хотела спросить. У меня есть такое ощущение, что люди обычно задают вопросы, когда уже либо нашли ответ, но не уверены в них, либо нащупали, но еще не поняли, что именно. А есть ли возможность объяснить человеку то, что он действительно не знает? И вообще, есть ли в этом смысл? I have a feeling that when someone asks a question, already part of it, even sort of like an answer. Well, you're correct that people ask questions for a variety of reasons. Правда в том, что люди задают вопросы по целому ряду причин. And some questions are more genuine than others. И одни вопросы более такие настоящие, чем другие. And I can usually tell. И обычно я умею различать, какие вопросы какие. So, of course, I personally respond much better to sincerity. Я лично больше откликаюсь на искренность, на искренние вопросы. And I'm afraid my temperament is I have very little patience for questions that are there only
to demonstrate how much the questioner already thinks he knows. И из-за моей природы у меня обычно очень мало терпения для вопросов, которые задают исключительно с целью показать, как много уже знает тот, кто задает вопрос. But sincere questions are always welcome in my talks. Ну, искренние вопросы всегда приветствуются на моих беседах. Я несколько раз, когда задавал вопросы, и, в общем, по большому счету, все касались меня. Usually it was that when I asked a question, these questions would be about me. И если они были действительно искренни, то внутри охватывал такой трепет, я ответа уже не слышал. And if this question were sincere, I got Собственно, результатом было, собственно, наверное, результатом было только возможность его высказать. So I guess that the result of this question was the chance to actually Доформулировать. to formulate. И создается ощущение, что я эти вопросы задавал для себя. And I get the feeling that I was asking these questions not for myself, Потому что ответа уже я не слышал. because I didn't even hear the answer. И так было неоднократно. And this happened many times. Эти вопросы нужны. Is there any question? Они прозвучали. They happen. Они произошли. Они прозвучали. We can say there is a need on the part of the universe for the question to be asked. Мы можем сказать, что вот со стороны Вселенной была такая потребность для того, чтобы эти вопросы были заданы. And in order for that question to be asked, a body-mind mechanism such as yours had to be created. И для того, чтобы эти вопросы были заданы, нужно было создать организм тела ума для того, чтобы он задал этот вопрос. So we can say that the reason that you exist Так что можем даже сказать, что вы существуете потому, is in order to ask that question. чтобы задать этот вопрос. Спасибо. Этот ответ напоминает старую такую смешную притчу. This answer reminds me of a very funny story. Когда мужик умер, When this guy died, и к Богу пришел и говорит, можно? Говорит, я задам один вопрос. he came to God and said, can I ask one question? И говорит, в чем был смысл моей жизни? What was the meaning of my life? Он говорит, это всего лишь. And God asked him, Да. Не проблема. no problem. Помнишь, когда тебе было 28, ты ехал в поезде, там, не знаю, Москва-Владивосток. When you were 28 and you were in a train, И на 7-й день пути, когда ты обедал в ресторане, во время and ресторана, on the seventh day, из-за соседнего столика попросили соль подай. in the cafe, and someone asked you, Он говорит, вот. he said, Вопрос занят. yes, the question is that Во всем, что касается быта или бытовых каких-то вопросов или иронии, хватает сил даже посмотреть в глаза. А в том, что касается действительно каких-то сокровенных вещей, уже слова текут просто куда-то мимо. Мимо меня, мимо ответ течет мимо заданного вопроса.
понимание, что именно слышишь. Да, я буду перестаю слушать. So when it comes to something really important into questions, it's like the words for whining and I don't hear it. But perhaps someone else hears the answer. Возможно, кто-то другой услышал ответ. Perhaps that answer changes their life, И, возможно, этот ответ изменил ему жизнь. hopefully for the better. И я надеюсь, что к лучшему. Whenever we look at singular causes for things, Всегда, когда мы ищем какую-то одну причину для чего-то, it's always just an amusing little story. это всегда превращается просто в такую забавную историю. Because there is no singular cause for anything. Потому что не бывает какой-то одной причины для чего-либо. Everything that happens is the product of vast universal forces. Все, что происходит, является продуктом огромного числа вселенских сил. Untold billions of things are responsible for your action. Миллиарды разных вещей ответственны за ваши действия. And untold billions of things result from your action. И результатом ваших действий тоже являются миллиарды разных вещей. But when we say, well, what caused this? Но когда мы спрашиваем, что вызвало вот это? What was the result of this? Или каков был результат этого? We simply tell a very simple story. Мы просто рассказываем какую-то очень простую историю. This caused this. Вот это вызвало это. This resulted in this. Это стало результатом этого. Nice and simple. Все очень мило и просто. And it's useful to function as a human being. И это очень полезно для того, чтобы функционировать в качестве человека. But it is not an accurate representation Но это не верное of how описание things are. того, как все на самом деле обстоит. I'll give you well, you know this one, but it's a simple example I use. Вот простой пример, ты его знаешь. We say that when you flip the switch, Например, мы говорим, что вот когда нажимаешь на включатель, it causes the light to go on. из-за этого включается свет. Very simple thing. Это очень простая вещь. And it is useful as far as it goes. И это полезно до какой-то степени. But if you think this is the truth, Если вы считаете, что это и есть истина, that flipping the switch causes the light to go on, то вот включаешь свет и нажимаешь на включатель, и из-за этого включается свет. one day you're going to flip the switch А когда-нибудь вы вот нажмете на выключатель, and the light is not going to go on. а свет не включится. Now what? И теперь что? All you can do is sit there and to keep flipping the switch. Тогда все, что вы сможете сделать, это просто стоять там и продолжать постоянно нажимать на выключатель. You say, flipping the switch causes the light to go on. Потому что вы говорите, ну как же, вот именно нажимая на выключатель, включается свет. Now, suddenly the entire universe is out of order. А теперь вдруг выясняется, что вся Вселенная уже действует как-то неправильно. I knew this. Flipping the switch turns the light on. Я же только знал, что когда нажимаешь на выключатель, из-за этого включается свет. What has happened to the universe? Что же случилось со Вселенной? It is no longer functioning. Она уже больше не функционирует как надо. But the truth is,
Flipping the switch does not cause the light to go on. Но истина в том, что нажатие на выключатель не является причиной того, что загорается свет. Flipping the switch is only one factor Нажатие на выключатель – это всего лишь один фактор amongst billions of factors среди миллиардов других факторов, that cause the light to go on. которые делают так, что свет включается. So the understanding that this teaching points to То понимание, на которое указывает это учение, is that everything that happens, состоит в том, что все, что происходит, everything that I do, все, что я делаю, does not have a singular cause, не имеет какой-то одной причины. meaning me. I am not the cause. Имеется в виду я не причина. I do not cause what I do. Я не причина того, что я делаю то, что делаю. I am simply one factor Я лишь один фактор in what I do. в том, что я делаю. And there are truly an infinite number of factors И существует бесчетное число факторов, that are linked to what I do. которые связаны с тем, что я делаю. And to recognize this И для того, чтобы это увидеть, is to become free. вернее, когда вы это увидите, вы становитесь свободны. Такое желание контролировать эту одну причину. The desire to control this one cause. Пальцы белые, палец это видно. Like my fingers are white from trying to do so. Yeah. But what makes it so seductive Но это столь соблазнительно, is that sometimes you can control some very small things. это потому что иногда действительно можешь контролировать что-то маленькое, With a reasonable frequency. с каким-то постоянством. And that is why we teach children, Поэтому мы учим детей, if you want the light to go on, что если ты хочешь, чтобы свет включился, flip the switch. нажми на выключатель. Because we can learn that there is a pattern in things. Потому что так они научатся, что существует некий паттерн. And this is very useful for living. Это очень полезно, но для повседневной жизни. And it is not necessary to explain to this 2-year-old child И нет необходимости объяснять этому двухлетнему ребенку, to make the light go on, you must first build an electric plant что для того, чтобы свет включился, нужно сначала построить электростанцию, and then create a power grid а потом все это между собой сконтачилось, that will run through the circuit breakers in our house, и потом все это придет в провода в нашем доме, that will supply electricity to the switch, и таким образом электричество подойдет к that when you выключателю, flip the switch, will turn the light on if the light bulb is working. и тогда, если нажмешь на выключатель, свет включится, если будет исправная лампочка. All of that is true, Все это действительно так и есть. but it is not necessary for basic human function. Но об этом нет необходимости говорить для того, чтобы просто функционировать в повседневной жизни. But we are gathered here today not to learn how to function better.
Но мы здесь собрались с вами сегодня не для того, чтобы понять, как лучше функционировать. That is not why, well, that's not why I am here. По крайней мере, я здесь не для этого. Perhaps you are here to learn how to function better. Возможно, вы здесь для того, чтобы научиться лучше функционировать. And if so, you're going to go away very disappointed. Если это так, то вы уйдете очень разочарованными. Because that is not what is being offered here. Потому что это не то, что здесь предлагается. What we are pointing at is a deeper understanding, Мы указываем на более глубокое понимание, a unifying understanding на целостное понимание, that includes all of it. которое включает в себя абсолютно все. Своими сновидениями как-то работаете, или вы просто их смотрите как фильм? Do you work you mentally way, or do you just watch them? I'm not aware of doing either, actually. На самом деле я не осознаю, чтобы я делал ни то, ни другое. There's no separation from my dreams. У меня нет никакого чувства отделенности от моих снов. I experience my dreams in the same way I'm experiencing you now. Я переживаю свои сны точно так же, как я переживаю опыт вас в данный момент. And I'm not controlling this. Я не контролирую то, что сейчас происходит. I don't feel the need to control this. Я не чувствую необходимости контролировать то, что происходит Nor сейчас. do I feel the need to control my dreams. И я также не ощущаю необходимости контролировать свои сны. All is a source of amazement to me. Все является для меня источником изумления.
что-то там полезное, какие-то идеи могут быть приходить во снах. Я правильно? I'm not talking about controlling the dreams. I mean that maybe some interesting ideas or something come up in your dreams, something which you can use. I rarely remember my dreams. Я редко помню свои сны. And of course, I rarely remember what happened 5 minutes ago. Я думала, что вот не помнить вот этот день, когда патология какая-то. Я тоже не могу помнить. I thought that if you don't remember what happened to you, this is like some sort of pathology, you know, you don't remember what happened to you. Вот утром, например, не могу вспомнить. Like I can't Или, remember, например, вечером я не могу утро вспомнить. like in the evening, I can't remember what happened this morning. Я думала, что это патология. I think it's some sort of А вы pathology. сказали, что не помните. So we have this pathology together. Значит, у нас общая патология. Получается, что когда я не причина того, что происходит, ну, со мной как бы, да, вроде так все просто, ну, вообще как-то легко становится. Вообще все просто. It turns out that if I'm not the cause of what happens, everything then becomes very, very simple. Does. Но с другой стороны, когда происходит что-то со мной, как бы, ну, не то, что извне, а вот, ну, как обстоятельства, там вроде понятно, ну, обстоятельства так сложились. Но когда я делаю, в это сложно поверить, потому что, ну, это же как будто бы я делаю. And when something happens, like when some circumstances arise, it's quite easy to believe this. But when I do something, this is harder to understand because it seems like I'm the one who's doing it. So this is where I have a concept I use to point to a subtle difference. Поэтому у меня есть концепция, которую я использую для того, чтобы указать на тонкое различие. And the subtle difference is between doing something Это различие состоит между тем, чтобы что-то делать, and feeling that you are authoring the doing of something. и между тем, чтобы что-то делать, и между чувством того, что я являюсь автором своих действий. So, this feeling that you are authoring the doing of something Это чувство того, что я являюсь автором того, что делаю, is actually a secondary involvement. это на самом деле некая вторичная вовлеченность. There is the doing, Есть само делание, and then there is the attachment to the doing, и потом есть то, что присоединяется к этому действию, which I call the claim of the false sense of authorship. И я называю это притязанием ложного чувства авторства. And this does not happen to everything that you do. И это происходит не со всем, что вы делаете. If you look throughout the day, you do things, Если вы посмотрите на свой день, вот вы много что делаете, and there's no sense that I am doing them. и у вас нет ощущения, что вот я это делаю. They're simply happening. Это просто вот что-то, что происходит. And yes, I am the one through which they are happening. И мы понимаем, что да, я есть тот, через которого все это происходит, But that subtle sense that I am responsible for this thing, но это тонкое чувство того, что я ответственен за это действие, that I am the author of it, что я автор этого действия, that I'm making it happen. что я заставляю это действие происходить. It is this sense which attaches to the doing, Это чувство, оно присоединяется к самому действию. and it is this which causes suffering. И именно оно и вызывает страдания. The doing
will result in pleasure or pain. Действие будет иметь в качестве результата боль или удовольствие. The doing, which is claimed by the sense of authorship, А действие, к которому присоединяется чувство авторства, inevitably results in suffering, неизбежно ведет к страданию. which is different from pain. А страдание и боль – это разные вещи. Можно ли сказать, что парадокс является своеобразным знаком перехода, принятия парадокса, и как бы является ли это какой-то, так скажем, барьером, но не преодолимым барьером, является ли каким-то знаком перехода? На новый уровень. Ну, на уровень понимания, естественно, не эго переход, а на уровень понимания, а не собственно. We say that when we can accept paradox, that this is a sign that we have sort of crossed a barrier to a new level of understanding. Yes. Да? Можно ли сказать, что концепция меняет ландшафт? Как бы, что зритель взглядом меняет ландшафт? Can we say that the concept changes the landscape, or that he who sees changes the landscape? Yes. Is part. What? Yes, we could say it that way if you like. Да, мы можем это сказать так, если вы хотите. I probably would say it that way. Я лично, наверное, бы сказала. Можно ли сказать, что это близко к концепции как бы недеяния, когда ты только как бы своим присутствием и без желания что-то менять трансформируешь ландшафт, потому что как бы без желания его трансформировать. Является ли это как бы достаточно легкой, экологичной формой естественного взаимодействия с ландшафтом? Can we say that this is close to the concept of what I'm doing, when the fact that you are there, you by just your own presence, you change the landscape because you don't have desire to change anything? Can we say that this is a sort of ecological form of We could say all that, but I probably wouldn't. Мы можем все это сказать, но я бы, наверное, так не сказала. I would probably say myself that our seeing is what creates the landscape. Я бы, наверное, сказала, что наше видение создает ландшафт. And so the landscape appears to each of us differently. И поэтому ландшафт каждому из нас кажется другим. So our perceptions itself Само наше восприятие are responsible for what the landscape is. ответственно за то, каким является ландшафт. And that's what the mystics have been saying for a long time. И мистики это говорили уже давно. Interestingly, recently the physicists have come on board with this. И интересно, что недавно и физики тоже стали с этим соглашаться. And basically, what the physicists have determined is that what something is dependent upon what is measuring it. И физики выяснили, что то, чем что-то является, зависит от того, что его измеряет. So they experimented with particles and waves. Они экспериментировали с частицами и волнами. They said, okay, what is this thing? И спрашивали, что это такое? Is this thing a particle or a wave? Является ли вот это частицей или волной? And what they came to was that what it is depends on what is measuring it. И они пришли к выводу, что это зависит от того, что измеряет. Which is to say that nothing has any independent existence. Иными словами, что ничто не имеет какого-то независимого существования. And that's why I don't say that something is transformed by the perception.
Поэтому я не говорю, что что-то трансформируется нашим восприятием. but is actually established or created by its perception. Я говорю, что все именно не трансформируется, а создается нашим восприятием. Тогда можно это как-то увязать с верой человека, верой и ожиданием. Если какой у него вера или ожидание, соответственно, как он и получает от мира, соответственно. And can we connect this to a person's faith? Like, can we say that what a person believes in or believes receive, he will receive? Lots of people say that. Многие так говорят. I have been unable to find any independent collaboration of that. I mean, proof. Мне не удалось найти подтверждение или доказательство этому. Порой в жизни случаются вещи, когда ты, так сказать, своим усилием воли, что ли, вызываешь ответную реакцию мира и что-то получаешь. Например, что желаешь. Sometimes there are cases in which you can use your willpower to make something happen in the world, like you got it, something you got it. The key word there is sometimes. Ключевое слово иногда. The fact that it is sometimes is the key. Вот именно слово иногда, то, что это случается именно иногда. If it was a power that you had, Если бы все дело было в некой силе, которая есть у вас, it would work all the time. это срабатывало бы все время. If it was willpower, Если бы все дело было в силе воли, that which you willed would become a reality. то тогда всегда было бы, что то, что вы хотите, становилось бы реальностью. But you know from your own experience Но вы знаете по своему собственному, that sometimes что иногда that which you will comes, вы используете силу воли и иногда получаете, and sometimes it does not. а иногда не получаете то, что хотите. That means that something else is responsible. Это значит, что что-то другое за это ответственно. And this is what we're pointing. И именно на это мы и указываем. Я бы это имел в виду, что что-то мудрое, там, как бы, глубоко, то, что чем мы действительно являемся, скорее всего, ответственны за все наши обстоятельства, так или иначе. That's what I meant, that something very wise inside is really responsible for all our circumstances. Yeah. Something, whether we call it wise or not, Что-то, назовем мы его мудрым или нет, but something is responsible for all of our circumstances. что-то отвечает за все наши обстоятельства. And the teaching is pointing you to uncover what that is. И учение указывает вам, чтобы вы смотрели и узнали, что это такое. And what your relationship to that is. И каково ваше отношение с этим. So it is quite a journey of discovery. То есть это такой путь открытий. Скажите, в вашей системе ценностей как бы совесть, понятие совесть как бы занимает какое место, и возможно ли это как бы перевести адекватно на английский, я не знаю, но как бы именно имеется в виду совесть, как возможно это ответственное пространство, или можно ли так его назвать, как соединение со всем сущим. In your system of values, what place does conscience, having a conscience, hold, and how is it connected to this fact of being responsible? You're going to have to, you know what, the problem with this particular question is in the word conscience. Проблема вот с этим вопросом в слове совесть. And we can spend a lot of time defining what this conscience is. И мы можем долго говорить о том, как нам определить слово совесть.
what I can tell you is that I operate according to principles much bigger than my own values. Я могу сказать про себя, что я действую согласно с принципами, которые гораздо больше, чем мои собственные ценности. Which means Что значит, my values do not cause my actions. что мои ценности не вызывают мои действия. If they did, I would act beautifully all the time. Потому что если бы вызывали, я бы всегда вел себя просто прекрасно. Meaning I would act according to my own values. То есть я бы действовала согласно собственным ценностям. And I promise you that is not the case. Но уверяю вас, что все обстоит вовсе не так. I often behave in ways that I do not feel are good. Я часто веду себя таким образом, что я сама вижу, что это нехорошо. And if you look in your own experience, you may find the same is true. И если вы посмотрите на ваш собственный опыт, то, возможно, вы увидите то же самое. So this opens the door to look at what is responsible for our actions. И это позволяет нам еще раз посмотреть на то, что же ответственно за наши действия. What makes us do what we do? Что заставляет нас делать то, что мы делаем? Можно ли тогда сказать, что возможное является реальностью? Возможность. Такая же реальность, как то, что еще не настало, является так же реальным, как то, что уже есть. So can we say that a possibility is already reality? That the possibility is just as real as something which is already happening? We can say that. Мы можем так сказать. I'm comfortable saying just about anything. Мне совершенно комфортно все что угодно говорить. Because my understanding is that nothing we say is the truth. Потому что мое понимание таково, что все, что мы говорим, не является истиной. The only reason I say any of this Единственная причина, по которой я вообще что-либо говорю из всего этого, is to point to a truth. это для того, чтобы указать на истину. And none of the pointers themselves are the truth. А сами указатели не являются истиной. So it really doesn't matter to me. Поэтому мне на самом деле без разницы. My value is in how effective a particular pointer turns out to be. А мне важно в том, насколько полезным окажется тот или иной указатель. Nothing more. Вот и все. Получается, мы можем расслабиться относительно качества наших действий в какой-то мере, потому что они просто не успевают за нашими системами ценностей. То есть, они просто отстают. So we can just sort of like relax and realize that our actions are sort of like they're lagging behind our value system, so they happen first. Our actions happen first. Наши действия происходят. We then tell a story about the action. Сначала происходит действие, а потом мы рассказываем какую-то историю об этом действии. And one of the stories that is told И одна из историй, которую часто рассказывают, is that I am the source of the action. это то, что я являюсь источником этого действия. That is what we call responsibility for the action. Это то, что мы называем ответственность за это действие. That I make it happen. Что я заставляю это происходить. And it is from this that suffering arises. И из этого возникает страдание. And that is why in this teaching we point there. И поэтому в этом учении мы туда указываем. Because when you see past this, Потому что когда видишь за пределы этого, your suffering begins to reduce страдание начинает уменьшаться. automatically. Автоматически.
концепции, которая сейчас очень часто цитируется, что те качества людей, которые нас больше всего раздражают, они есть в нас. То есть это люди как бы зеркально нас отражают, показывают наши недостатки, над которыми нам надо еще работать. What is your attitude to the concept right now that irritated person is something that you have yourself, and so other people are mirrors of children's thoughts, and which you should be working on in yourself? Well, right up until the last point, that is my experience as well. Ну вот я согласен до последней. Я до последней тоже согласна, потому что мы все правы и недостатков у нас нет. Это я тоже согласна. The last point I also don't quite agree with because we are all right and none of us have any faults. Okay? Хорошо. Они все-таки как бы зеркалят наши, почему они нас вот раздражают или еще что-нибудь является возмущением. I don't know why the universe is this way. Не знаю, почему Вселенная устроена именно так. I do know that some people irritate me. Я знаю, что некоторые люди меня раздражают. And often those characteristics that I find most irritating are the ones I have in myself. И часто те качества, которые я нахожу самыми раздражающими, это как раз те качества, которые есть у меня самого. Why this is, I have no idea. А почему так, я понятия не имею. But I can observe it. Но я это наблюдаю. То есть есть такая правда в этой концепции все-таки есть. So there is truth in this concept. I don't know whether it's true or not. I simply observe it Я не знаю, истина она или нет, я просто наблюдаю. to be a pattern with sufficient repetition to be useful for me. Что это некий паттерн, который повторяется достаточно часто для того, чтобы быть мне полезным. I would stop short of calling it true. Но я бы все-таки, возможно, не называл это истиной. Вот есть близкие, например, мне люди, которые употребляют алкоголь. И близкие люди, которые ссорятся постоянно между собой. Я как бы знаю, что это вся Вселенная, но умом понимаю, что вся Вселенная через них это все делает. И тем не менее, моя реакция, она же во мне, я ее чувствую, что я там на тех злюсь, тем пытаюсь как-то помочь. Ну и вопрос, как обычно, что делать? For me, it isn't. I have no suggestions for what you should do. С моей стороны, я не могу дать каких-то советов о том, что вам делать. I will point you to what you do. Я бы указал вам на то, что вы делаете уже. So, in some cases, you're irritated. В каких-то одних случаях вы раздражаетесь. In some cases, you're helpful. В других случаях вы помогаете людям. And to recognize what it is that makes you do what you do. Я побудил вас посмотреть на то, что же заставляет вас делать то, что вы делаете. With that understanding, the sense of should do diminishes. И когда есть это понимание, то вот это вот чувство того, что я должен быть, вести себя определенным образом, уменьшается. The sense of what I should do is always linked to this false sense of authorship. Это чувство того, что я должен что-то делать, оно всегда связано с ложным чувством авторства. What it gets replaced with is a kind of curiosity about what you will do.
И тогда на место чувства ложного авторства приходит любопытство относительно того, что же мы сделаем дальше. I wonder what I will do next time. Мне интересно, что я в следующий раз сделаю. I wonder how I will react. Интересно, как отреагирую. We'll see. Посмотрим. Значит ли это, что надо реагировать, не думая? Does that mean that we have to react without thinking? No, the thinking often comes before reacting. Нет, часто думание происходит перед реакцией. But the understanding is whether the acting follows the thinking or not is not in your control. Но понимание состоит в том, что и реакция, и думание, они не в вашем контроле. И что идет первым, не вы это контролируете. You never know what the impact of the thinking is going to be on the subsequent reaction. И вы никогда, и вы не знаете, какой эффект думания будет иметь на последующую реакцию. And you know this from your experience. И вы это знаете из вашего собственного опыта. You say, okay, if this happens, I'm going to do this, this, and this. Вы говорите, хорошо, вот если вот это произойдет, то я сделаю вот это, и еще это. You have a very well thought out plan. У вас есть один очень хорошо продуманный план. A great idea based on thinking about it a lot. Замечательная идея, очень хорошо продуманная. And then the moment comes, И тут наступает этот момент, and you react totally differently. и вы реагируете совершенно иначе. Sometimes that happens, yeah. Иногда так происходит. Sometimes not. А иногда нет. Exactly. So there is really great freedom and spaciousness in this sometimes. И в этом вот иногда, на самом деле, кроется очень большая свобода и очень много пространства. Вот у меня когда-то был опыт, я стараюсь не придавать ему большого значения, но у меня остались некоторые концептуальные воспоминания о нем. И у меня как бы вот в связи с этими воспоминаниями со мной как бы возник такой вопрос, с которым я живу. Вот в тот момент, я помню, когда было ощущение, что вот центр, который был в теле, он, вот этот фокус внимания сместился на, как бы, на все остальное, и как бы земля ушла из-под ног. Вот, и да, и возник страх, что вот как можно жить без этого центра, без опоры. И вот у меня вопрос, как можно либо преодолеть этот страх, было в тот момент. Либо вообще, вот как можно жить без центра, то есть вот раньше был в теле этот центр, потом он как бы исчез просто. И в тот момент мне было комфортно именно, было чувство, я хочу вернуться к привычному состоянию, как бы вот, как я отождествлен с телом, и чтобы просто страх этот ушел. So, the center that I know exactly what you were talking about. Я знаю точно, о чем вы говорите. That experience that you had
опыт, который у вас был, это переживание, is what I was referring to earlier это то, о чем я говорил ранее, as being the spaciousness that comes as a result of the contraction. это вот именно это расширение, которое происходит как результат сжатия. The contraction is as a separate, independent me. Сжатие или сужение – это вот это состояние отдельного независимого «я». And what makes this sense of the separate, independent me is the involvement in the me by the false sense of authorship. И что создает это чувство отделенности, это вовлеченность в это состояние ложного чувства авторства. When there is this expansion, А когда происходит это расширение, there is an absence of the me происходит отсутствие «я», that gets claimed by the false sense of authorship. отсутствие того «я», которое захватывается ложным чувством авторства. And you are right. This is not a functional state. И вы правы, это не функциональное состояние. One cannot function there. Невозможно в нем функционировать. Then the contraction occurs again. А затем опять происходит сужение. There is a memory of this expanded unity. И остается воспоминание этого вот расширенного целостного состояния. That felt completely true. И воспоминание о том чувстве, которое его сопровождало, что вот это абсолютно истинно. And then there is all of the questions about how do I get back to that state, how do I stay in that state, etc. И затем приходят все эти вопросы о том, как можно было бы остаться в этом состоянии, как вернуться в то состояние. In this teaching, the focus is back on that which contracts the me into something close that needs to expand. В этом учении мы фокусируемся на том, что же сужает это «я», что делает его таким маленьким, что ему нужно будет потом опять расширяться. For the sage, there is a me. Для мудреца существует «я». There is a point of reference. Существует некая точка отсчета. Such that if someone called Ramana Maharshi, the great sage of India's name, Например, если кто-то звал по имени Раману Махарши, великого мудреца, Ramana, кто-то, например, крикнул бы ему «Рамана», there was identification as in that body as Ramana. он идентифицировал себя, находясь в этом теле, с этим именем. Such that that body reacted, responded. Это тело реагировало. But what is absent in that body Но в этом теле is the sense that this me was separate and independent of everything. Но в этом теле отсутствовало ощущение того, что это «я» было отдельным и независимым от всего остального. And so in the sage there is both identity Поэтому у мудреца есть и личность, and unity. и целостность. Because the sage's identity is not separate from the unity. Потому что личность, идентичность мудреца неотделима от целостности. The sage's identity is simply an aspect of the unity. Личность мудреца является всего лишь аспектом единства.
продолжение того вопроса, можно ли так сказать, что в основе этого ложного авторства лежит всего лишь, ну, это притязание всего лишь мысль «я автор»? Can we say that what lies at the very core of authorship is the thought that I'm author? No. Yes. And this is why I call it the false sense of authorship, Именно поэтому я и называю его ложным чувством, rather than the false idea of authorship. а не ложной идеей авторства. Because you can quickly look at this authorship and recognize that it's false, that it's crazy. Потому что можно быстро рассмотреть это авторство и увидеть, что оно совершенно ложно, что это вообще безумие. So you can truly be free of the idea that I am the author. То есть можно очень быстро освободиться от идеи того, что вы автор. And still have the sense А это чувство у вас все равно будет. that arises. Это чувство все равно будет возникать. I shouldn't have done that. Я не должен был так поступать. And you feel guilty, И вы чувствуете чувство вины. even though you know I can't possibly be the author. Хотя вы головой понимаете, что я не могу быть автором. But the sense of authorship is there. Но чувство авторства при этом остается. So, but the seeing of it does reduce its effect, its power. Но когда мы его видим, это уменьшает его силу, его власть. And that is why we are here pointing to this. Поэтому мы сейчас здесь указываем на это. Say, look. И говорим, посмотри. And even after you have concluded intellectually that it is impossible that we are separate and independent, И даже после того, как вы интеллектуально поняли, что невозможно, что мы отдельные и независимые, that when the sensation arises, когда поднимается это чувство, that this is an opportunity to look deeper. это будет для вас возможностью посмотреть поглубже. And it will continue to get more subtle and more subtle. И это смотрение будет становиться более и более тонким.